Всем привет! Сегодня я предлагаю поговорить о такой теме, которая так или иначе, конечно, рассматривалась на нашем канале, но мы не касались отдельных аспектов этой проблемы. Это проблема, с одной стороны, западного восточного менталитета и западного восточного общества. Это так или иначе сказывается на нашем представлении о боевых искусствах, конкретно традиционных, например, боевых искусствах, да, и на их различиях со спортивными единоборствами, скажем, да. Вот. Но главная тема будет касаться, она будет вращаться вообще-то вокруг джит-кундо больше. И здесь я сразу прошу прощения у последователей джит-кундо. Я не хочу сказать ничего плохого ни о самом джит-кундо, ни о Брюсе Ли, ни о тех последователях Брюса Ли, которые практикуют джит-кундо на сегодня. И то, что я скажу, это соотносится просто с моим опытом, с моим общением с теми людьми, которые практикуют джит-кундо. Да? И в этом смысле, если какие-то претензии возникнут в мой адрес, ну, братцы, на самом деле это будут претензии к тем, с кем вот я общался по этому поводу и кого я буду приводить в качестве примера в этом стриме. Таким образом, конечно, все мнения учитываются, но прежде чем с какой-то критикой там выступать, ребят, ну подумайте хорошо, стоит ли делать это, потому что, в общем-то, вы бросаете камни в огород тех, кто так же, как и вы, практикует джит-кундо, например, да? Окей, такая не очень короткая подводка, но, в общем, сейчас мы с вами и стартуем. Вообще этой темой я благодарен модератору нашего канала, с которым вот у нас была переписка буквально вчера и сегодня на подобные темы. И, в общем, как это часто бывает, он меня подвигает к ряду тем, которые я не освещаю, ну, потому что, собственно, допустим, мне это не приходит в голову, скажем просто. Или мне эти темы кажутся, например, достаточно простыми для того, чтобы их излагать, но когда начинаешь излагать, оказывается, что все не так просто, да? И в частности, наша переписка с модератором канала нашего, она касалась, в общем, различных аспектов таких проявлений такого самоопределяющего какого-то пути в боевых искусствах, которые касаются каких-то компиляций, каких-то изменений и прочего подобного. Нет, понятно совершенно, что боевого искусства, традиционного, самого устойчивого, я не знаю, и какого угодно классического, все равно боевого искусства не бывает без модификаций. И люди, которые утверждают, что модификаций нет или не должно быть, это люди, которые либо не разбираются в боевых искусствах и не представляют себе, что такое боевое искусство, чем оно живет и как оно как раз меняется, почему оно является настолько гибким и изменяющимся к любым условиям и тренировочным, и боевым, и так далее. Либо такие люди, собственно, ну, завязли на своем представлении о классике. Вот представьте себе человека, который слушает только классическую музыку. Например, это здорово, это достойно уважения, все в порядке. Но представьте себе, что такой человек даже не представляет никаких других музыкальных направлений. Да? И когда он слышит какую-то музыку, он просто удивляется, что даже может наставить на то, что это вообще не музыка, там, например, и так далее. Но тем не менее, все остальное это тоже музыка. Так же, как и с классикой боевых искусств, такая же история. До тех пор, пока боевое искусство, традиционное боевое искусство не впало в такую крайность, как спортивное единоборство, пока боевое искусство не отрезало от себя до 90% реально рабочих и боевых техник и не оставило самые безобидные, да, значит, вот пока в спорт оно не впало, как бы проблем с модификациями, в общем-то, нет. И мы знаем целый ряд примеров из истории боевых искусств. В какой бы истории мы, собственно, не обратились, какого бы боевого искусства, мы увидим, что эти боевые искусства трансформировались и менялись. Это не значит, что происходил какой-то удивительный волшебный прогресс. Когда, например, некое боевое искусство, которое вполне отвечало реалиям боя, не реалиям спортивным, не реалиям каким-то неприкладным, а вот таким условным достаточно реалиям, да, как боевое искусство, которое отвечало всем требованиям боя, реального, в том числе масштабных каких-то сражений и так далее, да, когда оно претерпевает какие-то изменения, это не значит, что оно прогрессирует сильно. Это значит, что оно просто меняется под те условия, которые в данный момент предъявляются, например, к каким-то масштабным сражениям или каким-то локальным схваткам каким-то и так далее, да. То есть это совершенно понятно, и это в принципе заложено в нормах боевого искусства. Вот мы знаем с вами, что
ну, в уважающих себя залах и в реально традиционных боевых искусствах рассматривают не узенькие какие-то аспекты, а весь объем всех аспектов, всех сфер освоения боевого искусства. Я сейчас все опять не перечислю, но помните, да, там до 3 десятков аспектов доходят, которые необходимо изучать. Это и захваты, работа с захватами, это атакующие техники, защитные там, технические элементы, это входы, это стратегические тактические решения, это работа на земле, лежа, сидя там и так далее. Это отдельный аспект такой, как прыжковые действия. Значит, атакующие защитного характера руками, ногами и так далее. Это отдельные вообще аспекты изучения боевого искусства. Это нейгун или дыхание, если хотите. Это тоже отдельный аспект боевого искусства, который отдельно изучается, и которого нет в единоборствах, да, где там, ну, например, вопрос дыхания или вопрос выносливости решается там прыгалками, бегом там на километр, там, не знаю, на 2 и так далее. И это все, это единственное, что там есть. Но вот в боевых искусствах это не единственное. Очень много существует таких вещей, которые увеличивают ваш потенциал, увеличивают ваши возможности в бою, вашу выносливость, если хотите, и так далее, и так далее. Вот, и я сейчас назвал там буквально несколько основных аспектов боевого искусства, необходимых к изучению, но на самом деле, еще раз напомню, их там около 3 десятков, да, и все это нужно изучать. Там и работу против вооруженного противника, работу с несколькими противниками, и условия начала боя, и бой в ограниченном пространстве, и прочее, прочее, прочее. Вот это вот все, это то, что имеет отношение к боевому искусству. И таким образом, вот мы видим, исходя даже из того минимума перечисленных аспектов, которые сейчас вот прозвучали, мы видим, что боевое искусство, оно трансформируется достаточно легко под любые реалии. Боевые, я имею в виду прикладные реалии. Да? Вот, понятно, что в спорте это невозможно, потому что там много ограничений, там реалии только одни и те же. Да? Вот, а в боевом искусстве это может быть что угодно и какие угодно, собственно, условия сражения. Да? Или там схватки какой-то, там сиюминутной, локальной, допустим, и так далее. Вот. И в этом смысле невозможно избежать каких-то трансформаций и изменений боевого искусства. И они происходят в том числе на классическом уровне. И те трансформации, которые сегодня большинство публики считают именно вот трансформацией или прогрессом каким-то боевого искусства, это нет, ребят, это не трансформация, не прогресс. Значит, когда говорят о современных спортивных вушу, там, например, спортивном вушу, имеют в виду какой-то тоже прогресс и какую-то трансформацию. Ребят, еще раз, спортивный вушу не имеет непосредственного отношения к традиционным китайским боевым искусствам. Например, это не боевое искусство, на всякий случай. Вушу саньда или саньшоу – это спортивная исключительно практика, единоборческая и вообще не в боевых искусствах, никак. Нигде. Только отдельными техническими элементами, которые там можно реализовать. Да? В большинстве случаев технические элементы традиционных китайских боевых искусств нельзя просто, запрещено реализовывать в условиях саньшоу. То же самое у нас касается, например, Ушу Таолу, как уже говорилось не раз на нашем канале, я уже устал повторять, что это тоже не является никаким традиционным боевым искусством, это просто выжимка, это один из аспектов боевого искусства, такой как Таолу, взят за основу и все. Это, знаете, это как если бы, например, вы ездили не на автомобиле, а только, ну я не знаю на чем, на одном сидении от автомобиля. Вот попробуйте уехать куда-нибудь, да. Вот то же самое в Ушу Таолу, это один маленький аспектик, одна маленькая деталь боевых искусств. И самим боевым искусством эта деталь, конечно, не является, да. Михаил пишет: добрый день, доброго дня, Михаил, рад вас видеть. И в этой связи, конечно, трансформации какие-то в боевых искусствах всегда существуют. Да, кстати, то же самое у нас касается и спортивного тэквондо, и спортивного карате и так далее, да, когда отходят от реалий боевых, от реалий, которые, ну, в общем, цель которых нанесение вреда здоровью и, может быть, жизни, собственно, причинение такого вреда, который несовместимо с жизнью там, человека, например, да, понятно, что в условиях спорта это нереально невозможно. Там даже купируется всякая возможность получения хоть какой-то ссадины, там, кровоподтека. Это редкий все-таки достаточно случай, согласитесь. Старается спорт этого избегать, поэтому у нас появляются там и различные там перчатки, шлемы, там, кирасы, и там, бог знает что, и специальные правила, которые запрещают это
это, да, и, в общем, в итоге у нас получается такая вот история, шоу должно продолжаться, да, то есть, по сути, это, в общем, шоу, пусть такое жесткачевое, допустим, но публика любит в том числе и такие вещи, да, я еще раз напомню, что, например, травматизм в спорте или в ММА, или там вот в спортивных единоборствах, он в разы ниже, чем травматизм, там, не знаю, в хоккее, в скелетоне, там, ну, в таких олимпийских дисциплинах, в которых реально люди страдают куда больше, несмотря на всю технику безопасности. То есть в этом смысле единоборства, конечно, от боевых искусств так же далеки, как вот, я не знаю, самолет от комбайна, да, например, ну или наоборот, там, комбайн от самолета. Окей. Так вот, сегодняшняя тема, ну, так получается, что опять это такая продолжительная подводка к теме, но тем не менее, значит, сегодняшняя тема, в общем-то, частично касается, ну, в частности, деятельности Брюса Ли, и в переписке, на которую я ссылался в начале этого стрима, значит, в этой переписке, собственно, с модератором нашего канала мы касались темы успеха джиткундо. Ну, уже сейчас, конечно, во многом забытого. Место джиткундо, когда-то прорывного такого, достаточно на западный рынок, сейчас занимают классические, в том числе, представления о боевом искусстве или о единоборстве том или ином, да, и, в общем, фактически джиткундо, конечно, заменяется спортивными дисциплинами. Люди гораздо охотнее идут в единоборство, в спорт, потому что, ну, хотя бы потому, что они шире представлены, например, да, и большинство людей все равно не различает спортивные реалии и боевые реалии, да, и поэтому, собственно, делает такой выбор, допустим. Так, Михаил пишет, погодите, разве цель боевых искусств нанести вред здоровью, а не обезвредить доступными способами того, кто сам пытается нанести вред? Михаил, и, значит, предложенный вами вариант – это частный случай. Да? То есть, на самом деле, если мы будем говорить о безобидных и беззубых боевых практиках, в первую очередь мы будем говорить о том, что они уже перестали быть боевыми. Михаил, еще раз, боевые искусства вырастают из реалий боевых, из локальных или масштабных каких-то сражений, локальных или масштабных конфликтов. Да? И там трудно себе представить, например, ну, представьте себе две армии, которые сталкиваются между собой, и при этом одна из армий старается не нанести ущерб противнику, а просто, ну, каким-то образом его обезвредить. Да? Ну, то есть трудно себе это представить. Именно на этих реалиях, на реалиях именно выведения из строя полнейшего, да, рождается боевое искусство. И в нем, да, действительно существует ряд средств, которые позволяют с той или иной степенью, как это сказать, безвредности и мягкости, да, обойтись с противником. В частности, вот когда мы говорили о Цинна, в Цинна, естественно, есть такие возможности. Ну, вообще-то говоря, Цинна, например, да, он работает по принципу переломов, смещений, защемлений, разрывов и так далее, и так далее. То есть, в принципе, это в любом случае нанесение ущерба. Но Цинна, например, способен в том числе и достаточно бескровно обходиться с противником. И вот, в частности, в моем третьем клубе московском, о котором вы хорошо знаете, мы Цинна обязательно прогоняли минут 10, там, 15 там, от тренировки, но каждый раз, на каждой тренировке, и все время это позиционировал я как бескровное, по возможности бескровное такое обхождение с противником, да, когда, ну, действительно не надо наносить там явного ущерба, а когда надо, в общем, сделать так, чтобы там, ну, какое-то сухожилие, там, например, у противника растянулось, да, ну и как бы именно по этой причине он отказался от боя, да. Но в сущности, вообще сущность Цинна, конечно, не в этом далеко. Так же, как и сущность боевых искусств, Цинна – это один из аспектов просто боевого искусства. Так же, как и сущность всего боевого искусства в целом, конечно, это нанесение полного поражения противнику во всех смыслах. Но при этом в самой концепции боевого искусства в качестве фундамента, да, лежит теория о необходимом и достаточном. То есть это не теория злобности и уничтожения, знаете, вот это, все умрут, а я останусь, да? Вот не эта вот история, конечно, учитывая то, что в основе, там, например, традиционных китайских боевых искусств лежат такие понятия конфуцианства, даосизма и чань-буддизма, как, ну, какое-то хотя бы сострадание, да, естественно, как правило, считалось всегда, ну, например, на лэйтай, на таких условно, я даже не знаю, как сказать, соревнованиях, на которых нет правил, тем не менее, да,
но все равно противник выходит 1 на 1, там, не 1 к 3, 1 к 10, да, 1 на 1, там, например, выходит, ну, хотя бы такое ограничение существует. Так вот, на Лэйтай, ну, действительно считалось потерей лица, если человек проявляет излишнюю жестокость. И в этом смысле, как говорится, можно быть спокойным, да. Михаил пишет, я имею в виду в наше время в бытовых условиях. Да, в наше время в бытовых условиях мы существуем всегда с оглядкой на закон, в первую очередь. И, ребят, не столько сострадание и любовь к ближнему, как правило, является чем-то, чем мы руководствуемся в данном случае, а в первую очередь оглядка на закон. Потому что, ну, согласитесь, вот это вот рамки такого достаточно неподвижного и негибкого закона, ну, во многих странах и вовсе такого кондового и железобетонного и, как правило, так сказать, противоположного и ситуациям меняющимся, и каким-то запросам народным там, и так далее. Да? Но вот этот железобетонный закон, конечно, он по большей части неподвижен, и даже когда мы руководствуемся нормами морали и этики, часто закон входит в конфликт с нами. Ну, нередко существуют такие случаи, да, вы знаете, когда сажают человека, который вступился за другого человека, да, а его сажают в итоге. Да. То есть в данном случае вот этика и мораль это одна сторона медали, а закон совершенно другая, она подавляет этику и мораль в том числе. Да. Вот. И в большинстве случаев, когда мы имеем дело с какими-то уличными реалиями, там, боевыми реалиями, мы оглядываемся на закон в первую очередь, а не на этику и мораль, потому что закон, собственно, нас вынуждает делать именно подобные вещи, подобный выбор, к сожалению. Да? За исключением там более развитых, более демократичных государств, где закон всякий раз рассматривает специально и отдельно ваше влияние на ту или иную ситуацию, и там нет представления о превышении самообороны, допустим, да, ну, по крайней мере, такого представления, как вот во многих странах там постсоветского пространства это существует, да. Ну, такая история. Надеюсь, что я как-то развил эту мысль, окей. Так вот, значит, возвращаясь к теме того, что у нас происходит с вообще рынком боевых искусств, например, на Западе. Я, видите, начинаю издалека, как говорится, да. Вот в этом смысле, да, Брюс Ли является новатором. И новатором, я еще раз не хочу обидеть никого из последователей Брюса Ли, никого из последователей Джит Кундо и так далее. Вот. И в данном случае это не должно звучать обидно. Если вы принимаете это близко к сердцу, если вы считаете, что я вас сейчас обижу, там, например, вот то, что я скажу сейчас в дальнейшем, да, ребят, ну, значит, вы просто не знакомились с трудами Брюса Ли, не читали реально того, что он писал, и не слушали его интервью, например, да. Так вот, новаторство Брюса Ли заключается не в создании джит-кундо. Это само собой, но подобных практик и до него, и в его время, и после него создавалось достаточно много. Подобных, я еще раз говорю. И в этом смысле джит-кундо не выглядит чем-то отстоящим от других спортивных или боевых практик, отстоящим очень далеко, например. Да? На самом деле нет. Вот. А его новаторство в первую очередь связано с тем, что он смог представить западному пользователю некую выжимку из традиционных боевых искусств, оставив вот этот вот шлейф восточный в том числе. И этим шлейфом, этим путем таким воспользовались многие. И много существовало и существует людей, которые начинали с джит-кундо, а потом переходили к традиционным китайским боевым искусствам, например, да. Вот, и так далее. То есть в этом смысле, да, действительно, новаторство и удивительная роль Брюса Ли, она существенна, да, в развитии боевых искусств, еще раз, не в создании джит-кундо как такового, а вот скорее в такой широкой пропаганде боевых искусств, восточных именно, да. Дело в том, что до него боевыми практиками, ну, понятно, что они попадают тоже на западный рынок, уже до него известно джиу-джитсу, до него известно карате, как правило, шотокан, ну и так далее. В общем, какие-то практики так или иначе становятся известными, в том числе и китайские боевые практики туда попадают на Запад, но они, естественно, как и многие другие, остаются прерогативой людей, которые либо могут изучать восточные языки и читать на них, например, да, пытаться, либо людей, которые пользуются переводной литературой. Эта переводная литература первое время очень своеобразная. Если вы найдете какие-то
пособия 60-х, там, например, годов, западные пособия, да, вы убедитесь в этом. Они очень своеобразные и не очень подходят, например, более такому вдумчивому какому-то пользователю, и в то же время они не слишком хороши, не слишком удобны, значит, не только с точки зрения перевода, но и с точки зрения представления о том, как лучше практиковать боевое искусство из таких пособий, например. Да. Дальнейшие пособия, они гораздо более удобными являются. Вот, но суть в том, что, еще раз, и до Брюса Ли, и в его время, и после возникает достаточно много различных пособий и каких-то по-своему новаторских, может быть, методов, да, которые продвигают восточные боевые практики на западный рынок. Ну, еще раз хочу напомнить, например, Мосутацу Ояма, который издает целый ряд почти идентичных книг, которые там называются «Что такое карате?», «Вот что такое карате?», «Vital карате», вот это вот как жизненно необходимое, жизнеобразующее карате, например, ну и так далее. Там ряд целых книг, я просто их название не помню уже. Вот. Но в сущности это попытка так или иначе вот на англоговорящую публику как-то воздействовать и показать те или иные там новые, старые, там, современные, несовременные практики. Да? Потом появляется достаточно много различных прям таких мощных, толстых, вот таких толстенных прям книг с хорошей полиграфией, которые, ну, например, показывают, что такое вадурю, что такое годюрю, что такое, там, например, штакан, там, что такое там еще что-то такое. И все эти пособия, помимо того, что они толстые и содержащие, ну, казалось бы, достаточно подробную какую-то информацию, и ката различные в том числе, да, и пофазовое исполнение даже элементарных технических действий каких-то там, типа гякцки там, например, и так далее. Тем не менее, все эти пособия, они, конечно, не выполняют свои функции. Они могут быть хорошим мотивирующим фактором для того, чтобы человек, ознакомившись с этим пособием там, в течение там, пары месяцев, например, да, сделал уже вывод о том, что нет, ну, все-таки надо искать учителя. Да. Вот. Эти пособия еще также хороши для тех, кто уже имел какую-то практику в каком-то боевом зале, боевом каком-то, значит, клубе, и уже хоть немного себе представляет, что это такое боевая практика, и потом так, ну, получилось так, что, например, клуб закрылся, и по каким-то пособиям такой человек занимается, плохо ли, хорошо ли, но он уже себе более-менее представляет, как вообще с этим совсем быть. Да? Вот. Таким образом, еще раз, вот заслуга Брюса Ли, вот возвращаясь к теме, заслуга Брюса Ли, конечно, заключается в популяризации боевого искусства, и он действительно боевое искусство как таковое, традиционное китайское боевое искусство, делает популярными. Ну, мы сейчас говорим попсовыми, да, это не значит, что джиу-джитсу это попсовая практика, но в сущности вот подход это вот популяризация, да, и мы знаем, что в джиу-джитсу достаточно много совершенно спортивных западных практик там сошлись воедино, как говорится, там бокс, например, да, типичная работа достаточно ногами, которую мы находим, ну, где только не находим, там в кикбоксинге, в спортивном тэквондо, карате там и так далее, и так далее. Вот. И вместе с этим отдельные какие-то аспекты, связанные с практикой винчунь, мы там находим. Вот все, собственно, ну практически. Ну еще фехтование спортивное, да, в качестве перемещений. Вот, собственно, и, как говорится, все. Но на самом деле, конечно, нет. Я немножечко грешу. Если мы откроем вот это вот замечательное, в принципе, по-своему замечательные книги Брюса Ли, например, такие как «Путь опережающего кулака», где он вообще говорит о боевых искусствах и говорит в том числе о джит-кундо, например, вот, и так далее, мы, конечно, находим, что вообще-то джит-кундо это не два притоп, три прихлоп, которые сейчас вот обычно мы наблюдаем в клубах джит-кундо. Вот, а это более широкие достаточно практики, когда он перечисляет, какие именно аспекты он практикует в своем джит-кундо. Мы видим, что там очень их много, и большинство из них не практикуется в клубах джит-кундо, да, к сожалению. Вот, то есть в этом смысле, так сказать, многие последователи Брюса Ли самостоятельно и достаточно сознательно отходят вообще от идеи Брюса Ли. Ну и кроме того, я еще раз напомню очередную тоже вот идею, которую обязательно надо упомянуть, что Брюс Ли сам говорил о том, что пройдет немного времени, джит-кундо обязательно изменится и может быть даже до неузнаваемости. Вот, но мы этого не наблюдаем. И вот здесь вот мы постепенно сейчас с вами подходим к цели, собственно, этого стрима, к тому, о чем мне хотелось как раз поговорить.
Но прежде чем мы к этому перейдем, то есть вот мы уже близки как раз к обсуждению того, каким образом меняется Jeet Kune Do, и на этом примере мы могли бы посмотреть на то, как изменяются боевые искусства в принципе. Да? Вот. Но я сейчас еще раз хочу сказать, что вот эта вот идея Брюса Ли, такая вот, которая дает возможность западному пользователю познакомиться с восточным миром, с восточной какой-то спецификой подхода к боевым искусствам, она находит отражение и в каких-то совершенно параллельных, казалось бы, не пересекающихся с боевыми практиками каких-то сферах. Да? Ну, например, появляется вот этот вот уже упоминаемый мною лайт-буддизм такой, который тоже вот, в общем-то, является такой упрощенкой буддизма, но западному пользователю это нормально вполне. И вообще вот этот вот подход, вот этот выход из восточного мира и выход на западный рынок, он связан с некой унификацией и упрощением всегда. И чем более максимальным, чем большим является такое упрощение, тем больше, собственно, успех ожидается, значит, на западном рынке в данном случае. Да? И вот это вот, с чем это связано? С тем, что вообще западная идея с определенного времени, с момента там, индустриализации Запада и так далее, вот, идея основная заключается в том, что всего можно добиться сразу и легко. Ну, то есть, когда появляются там какие-то машины, например, которые вытесняют с фабрик и заводов людей, да, вот, оказывается, что, ну, слушайте, действительно, в принципе, работу, которую выполняет там 100 человек, может выполнить всего одна машина, например. Да? Вы всего добиваетесь сразу и легко. Да? Например, мало того, когда возникает первое представление о конвейере, там, благодаря Генри Форду, мы такую же историю наблюдаем. Оказывается, не надо делать отдельные детали для каких-то отдельных там автомобилей, или даже до этого. Вот еще точно. Если помните, появление первого револьвера связано как раз с тем, что были универсальные детали для этого револьвера, что вытесняет постепенно какое-то индивидуальное оружие, когда индивидуально делается для отдельного человека там какое-то оружие. Вот, и заменить какие-то детали там практически невозможно. Вот, в револьвере мы увидим, что одна деталь легко заменяется на другую. Вот, иными словами, возникает некое представление о том, как просто и легко и унифицированно должен жить человек. И дальше у нас появляется на Западе вот это вот, ну, например, помимо того, что взаимозаменяемость какая-то существует, развитие вот этого вот автопрома, который так или иначе завязан на унификации деталей, там, например, на унификации производства, массовое строительство возникает и так далее, информационные потоки, значит, приводят постепенно вот к нашему времени, они подходят таким образом, чтобы в принципе даже какая-то достаточно пространная статья выражала цель этой статьи, ее вывод в самом заглавии. Да. Краткость сообщения является наиболее важным. Никто не хочет читать целиком огромную статью, все хотят получить уже готовый результат. Вот. И вот эта вот унификация, да, и образование, кстати, представляет собой собираемый пазл такой из идентичных каких-то фрагментов, да. Вот. В то время как Восток, например, является совершенно другим, и начиная с Японии, с этой вот стратегии летящих журавлей, да, когда вот Япония поднимается экономически и потом вытягивает другие страны постепенно за собой, да, перенося туда производство, например, вынося технологии и так далее, поднимает целый регион, и это движение оно продолжает, в общем-то, там на Востоке развиваться, медленно пускай, да, почти стагнированно, но тем не менее это происходит. Вот. Так вот, несмотря на вот такое вот обращение к тоже унификации такой западной, да, восточные страны, осваивая вот этот западный подход, поскольку он является единственной дверью в западный мир, так отличающийся от восточного, да, все равно вот эти вот восточные страны четко разделяют производственную интенсификацию, например, да, от традиционных ценностей. И даже там, где они вполне совместимы, и они вполне совмещаются, все равно мы видим вот эту вот разницу в менталитете работников, ну, например, Японии и работников, там, например, Соединенных Штатов Америки. И те, и другие являются там хардворкерами, такими как это, ну,
трудоголиками, да. Тем не менее, это разный трудоголизм явно, да, и разный подход. С одной стороны восточный, другой западный, например, да. Вот. И вот это вот в такой ситуации вот упрощение – это путь к умам западных людей, а не путь реального освоения восточных практик. Вот это вот очень важный момент. И западный человек как ребенок, который понимает только простое. Восточный человек – это взрослый человек, не боящийся сложного диалога и легко находящий в нем скрытые решения. Вот. А западный человек, он больше как ребенок, он и учится как ребенок. И даже вот люди, которые всю жизнь учатся и всю жизнь занимаются там наукой, исследованием, да, обратите внимание, их идеалом так или иначе становится как бы постоянно совершенствующийся ребенок, такой любопытный, например, да, в то время как, когда мы говорим о каком-то постижении восточном, мы чаще представляем себе, ну, условно, облик какого-то седобородового, там, я не знаю, мудреца, да. Это принципиально разные позиции, хотя во многом они, конечно, уже похожи, но все равно основа, стержень западного и восточного подхода – это два разных стержня, так или иначе, да. Вот. И если вернуться, например, к джит-кундо, еще раз, мы не специально джит-кундо сейчас рассматриваем, а мы просто через призму джит-кундо сейчас пытаемся осветить вообще вот эти вот принципы освоения восточных боевых искусств, традиционных боевых искусств западным человеком. Да? И вот, возвращаясь к теме джит-кундо и Брюса Ли, вот обратите внимание, за десятки лет существования джит-кундо не появляется ничего существенного нового в этом поле. И более эффективного, например, даже на уровне простых элементов. Вот это вот важный момент, за которым надо проследить. Еще раз напомню, сам Брюс Ли писал, что пройдет буквально вот короткое время, и джит-кундо поменяется, там, может быть, до неузнаваемости. Да? Но вот нет, не меняется. Я хорошо это понимаю, потому что вот общаясь с различными представителями джит-кундо, я увидел здесь, ну, например, такое объяснение. Вот, как правило, вот неизменяемость джит-кундо современного объясняется удивительной прозорливостью Брюса Ли, выбравшего все самое-самое такое, да? Но на самом деле на практике все оказывается несколько по-другому. Вот в частности, я хотел как раз рассказать о том, о чем вот в переписке с модератором нашего канала мы говорили. Я вспомнил вот такого знакомого одного, с которым у нас давно разорвались отношения. Нерегулярность общения приводит к тому, что люди теряют друг друга в конечном итоге. Да? Но, в общем, это был представитель джит-кундо, который действительно занимался модификацией своих техник. И модификации на разных уровнях. На самом деле, ребят, это как с картиной, например. Да? Одно движение кистью может поменять все представление о картине, например, да? Или изменение одного цвета какого-то, скажем. Здесь вот такая же история. На самом деле, если вы ну, существенно меняете хотя бы один технический элемент, это влечет за собой, при правильном подходе, при вдумчивом подходе, конечно, это влечет за собой изменение и других технических элементов, и их сочетаемости, их комбинаторики, и что в конечном итоге, естественно, приводит к изменениям в области тактики, впоследствии стратегии, и таким образом меняется канва, вся канва той боевой практики, которую вы, собственно, практикуете или осваиваете. Да? И здесь есть, конечно, масса подводных камней. Мы с вами уже говорили не раз о недоучках, которые пытаются создавать свои боевые искусства именно таким путем. Ну и, в общем, получается то, что получается, как говорится. Вот. Но люди уже достаточно продвинутые, которые много лет находятся в теме, много лет исследуют в себе боевое искусство или исследуют собой боевое искусство, как хотите. Эти люди, конечно, настолько уже хорошо ориентируются в процессах, что некоторые из них, да, создают какие-то свои ответвления того или иного боевого искусства. Ну вот, например, когда мы говорим о хундя или хунгар, да, мы знаем целый ряд от таких вот разветвлений хунгара. Да. Когда мы говорим о хэчуань, то же самое, минхэ, сухэ, там, я не знаю, байхэ и так далее, и так далее. И в каждом из этих направлений, например, если мы возьмем байхэ, тоже существует целый веер каких-то вот ветвлений таких.
То же самое у нас с Винчунь, мы с вами перечисляли основные какие-то рукава Винчунь, ну и так далее, и так далее. То есть, в принципе, такие модификации являются нормой. Но прежде чем они станут нормой, они должны пройти через продумывание, через практику, через постановку экспериментов и, самое главное, через прикладную боевую практику, да, когда действительно видно, насколько то или иное работает или необходимы какие-то коррективы. Кстати, возвращаясь опять к Брюсу Ли, к его джиткундо, да, надо опять вспомнить то, что он сам писал и то, что он сам говорил, что в сущности джиткундо это не история, которая возникла вот так вот просто раз и все, и была выдумана. Или там она снизошла сверху. Нет, Брюс Ли проходил через целый ряд итераций, запарывал очень много из того, что сначала выбирал, ну и так далее, и так далее. То есть этот путь достаточно был долгий, и он длился ряд лет. Я еще раз хочу напомнить тем, кто хочет создать свое боевое искусство вот так вот за 3 секунды или там за 2 недели, например, да, ну, как правило, в общем, такие вещи не работают. Значит, для этого вы как минимум несколько лет, лучше несколько десятков лет должны находиться в теме, для того, чтобы понимать, что из этого получится, и только тогда, может быть, вы увидите, что и нет смысла даже вот это вот изобретать велосипед, когда, в общем, и так уже все изобретено, да? Или большинство из этого изобретено. В этом смысле какие-то частные модификации локальные, они, естественно, всегда возникают. Вы приходите в один и тот же, ну, например, вы приходите в какой-то боевой клуб, в один какой-то зал, куда ходят одни и те же бойцы, и вот вы обращаете внимание, что они занимаются одним и тем же. Они присутствуют на одних и тех же тренировках, в одних и тех же спаррингах участвуют, с одними и теми же бойцами, но при этом каждый из них, работа каждого из них чем-то отличается от работы другого. Да? То есть на самом деле модификации на таком локальном уровне, на уровне одного бойца, это норма тоже для боевого искусства. Но это не значит, что если один боец работает так, а другой так в рамках одного зала или одного боевого искусства, что теперь это разные боевые искусства. Нет, совершенно нет, конечно. Это естественно. Для того, чтобы говорить о создании нового боевого искусства, должны быть существенные изменения достаточно. Существенные. Еще раз, не хаотичные, не случайные, не выдуманные, а существенные изменения на основе накопленного большого достаточно боевого спаррингового опыта, да. И когда вот возникает такая необходимость таких модификаций, они, собственно, эти модификации естественным образом возникают. Они искусственным, там, выдумывают все из головы, да. Вот. И снова возвращаясь к теме, возвращаясь вот к бойцу джиткундо, о котором я уже вот сейчас немного, значит, начал рассказывать. Сейчас, одну секунду. Да. Так вот, вообще встреча, случайная встреча, как это чаще бывает, случайная встреча с этим бойцом и дальнейшее наше с ним общение на протяжении какого-то продолжительного, непродолжительного времени, значит, вот эта вот встреча, в общем-то, для меня была по-своему знаковой. Помимо того, что она решила ряд моих собственных проблем, а это уже было время, когда мой учитель уехал в другую страну, и клуб закрылся, и я практиковал уже сам. Вот. И несмотря на достаточно, так сказать, многолетний опыт, все равно, естественно, как любой человек, который только начинает сам практиковать, вот полностью сам. Не между тренировками, там, например, 2, 3, 4 там, раза в неделю вы посещаете зал, а между ними там, вот эти вот все дни вы тренируетесь самостоятельно. Да? А когда мы говорим просто о вообще самостоятельной тренировке, несмотря на то, что вы имеете хорошее представление о том, как строится ваша тренировка, что на ней делать, как отрабатывать это, какая спарринговая практика вам нужна, еще же, вот вы все знаете, и все равно, ребят, у вас обязательно будут какие-то вопросы, на которые вам некому ответить. Да? И здесь могут быть какие-то тоже проблемы и так далее. Ну вот в частности, значит, встреча вот с этим представителем джиткундо, еще раз я напомню, она для меня по-своему была знаковой, она повлияла на меня, и в том числе на мой подход к традиционным боевым искусствам китайским. Вот. Так вот, достаточно интересная история. А история заключалась в том, что даже в рамках самого джиткундо, вот его спарринги, которые я наблюдал, я, кстати, тоже факультативно, если помните, да, занимался джиткундо, еще раз факультативно. Чисто вот на уровне попробовать, посмотреть, поспарринговать там и так далее, вот такого рода. Вот. Не изменяя основному своему пути, да, там фанза, например, это наиболее такая для меня была важная история в боевых искусствах. Но неважно.
Значит, наблюдая, например, спарринги и сам спаррингуя с этим бойцом, вот я видел, как его техника реально во многих аспектах сильно, вот прям существенно отличается от техники других бойцов, носителей тоже джит-кундо, да, и практиков джит-кундо. И мне как раз именно это тогда понравилось, потому что этот человек, о котором я говорю, этот боец, в общем, он был не глупый достаточно человек, который действительно разбирался, вот пытался дойти до истоков той или иной проблемы, найти реальное решение не посредством хаотичных каких-то случайных находок каких-то, да, а посредством продуманного, логичного достаточно подхода. Вася пишет: Нисан, конничева, Станислав-сан, добрый день. Вася, рад вас видеть. Так вот, действительно, перечитывая, значит, книги Брюса Ли, он постоянно отмечал, что Брюс Ли сам, в общем-то, вел к тому, чтобы боевое искусство менялось, и джит-кундо, чтобы менялось, да. И вот эту вот изменяемость и гибкость он закладывает вроде бы в джит-кундо, но при этом мы видим, что на самом деле джит-кундо остается не гибким и неизменяемым, да. Вот. И приятель, вот, о котором я говорю как раз, он занимался этими модификациями, но он занимался, знаете почему? Знаете, как всегда это бывает, вот в боевых клубах чаще всего самыми продвинутыми со временем становятся ребята, которые отстают сначала. Значит, ребята, которым все дается легко, и вот они сразу прям так достаточно хорошо стартуют, ну, стартуют и стартуют. И вот на уровне новичка они чрезвычайно хороши, у них как-то вот подстраиваются все их двигательные программы достаточно хорошо под историю, под всю какую-то обучение, там, освоение боевого искусства, и вроде все нормально, да. Вот. А ребята, которым сначала ничего не дается, там какое-то время, все, но ребята при этом упорные, они начинают искать к этому какой-то более научный подход. Вот тело подводит, допустим, да, но как в известном анекдоте, а мозги-то куда девать, да? Про Ленина такой был анекдот. Ну так вот, такая же вот история. В конечном итоге они все пытаются пробить тогда не столько телом, сколько научным каким-то более исследовательским подходом. И большинство по-настоящему продвинутых бойцов на сегодняшний день это люди, которые обычно начинали с достаточно плохих показателей. Это люди, в крови которых определенного рода упорство, последовательность и такой прагматичный, научный по-своему подход. Вот. В то время как с дистанции чаще всего сходят те, кому легко достаточно все дается, да, но люди эти, не привыкшие к такому вот последовательному и такому продуманному, логичному подходу, да, они не могут на определенном этапе развития своего как бойцов, да, они не могут продвигаться дальше, потому что у них нет этой привычки, а создавать ее заново это достаточно сложно. Вообще, кстати, знаете, да, ученые отмечают, что процесс мышления мучителен, для многих чрезвычайно мучителен, и люди вообще думать не очень любят. И надо быть очень мотивированным для того, чтобы думать о чем-то по-настоящему, вдумчиво подходить к каким-то вещам и прочее подобное. Надо быть очень мотивированным. И вот поэтому я и говорю, что чаще всего вот в клубах, в боевых, люди, которые отстают поначалу, но имеют большую мотивацию, вот в конечном итоге они становятся настоящими лидерами этого клуба, наиболее продвинутыми бойцами и держатся на этом пути, сказать, на протяжении всей своей жизни, могут не сходить с пути боевого, да? Так вот, снова возвращаясь к приятелю, вот к этому, к бойцу джит-кундо, значит, его техники даже на уровне технических элементов, да, они вот сильно были модифицированы им, и модифицированы еще раз не потому, что вот он решил, что нет, ну вот Брюс Ли сказал, что надо изменять что-то, и он так пошел и начал менять. Ну, это как раз хаотичный и случайный подход называется. Это бессмыслица такая. Вы можете менять одно, менять другое, но вам жизни не хватит на то, чтобы попробовать разные сочетания разных вариантов каких-то и так далее. И, в общем, на самом деле подход такой достаточно слабый. Случайный перебор какой-то, который редко приводит к чему-то стоящему. А вот более продуманный подход у этого бойца был связан с тем, что он как раз первое время отставал. Ну, общеизвестно, например, в джит-кундо одним из основных параметров является скорость.
обогнать противника, ну, в определенном смысле обогнать. Это один из важнейших таких подходов джит-кундо. Вопрос скорости – это один из важнейших, опять, вопросов джит-кундо, да. И в этом смысле вот приятель, о котором я говорю, он был несколько отстающим. Нет, конечно, когда мы говорим о скоростных возможностях людей, мы понимаем, что и австралиец, и филиппинец, и американец, и венг все имеют примерно одинаковую физиологию, примерно одинаково работающую нервную систему и примерно одинаково работающее тело. И в этом смысле нельзя сказать, что кто-то реально может быть прям намного быстрее, чем кто-то другой. Это вопрос таких долей секунды, которые обычно являются не очень существенными. Но когда мы сосредотачиваем все свое внимание и все свои технические навыки, например, на скоростных каких-то аспектах, да, то, конечно, да, мы уже вопрос скорости решаем не только скоростью там, взаимодействия нашей нервной системы с мышцами, например, и не только мышечной работой, и не только там вопросом того, как быстрее, чтобы там, как быстрее выбросить руку или быстрее выбросить ногу, например, да, а уже думаем о том, что вопрос скорости, например, может быть связан с расстоянием. Да? Чем короче расстояние, тем быстрее наша конечность, например, добирается до противника. Да? Это один из вариантов. Другой вариант – это кумулятивный какой-то подход, когда ряд не слишком спешных действий, предварительных, да, в итоге кумулятивно накапливаются с точки зрения скорости и силы, таким образом, что там скорость достаточно высокая, получается без специального какого-то напряжения, да, ну и так далее. То есть существуют разные подходы на этот счет, и, в общем, их перечислять все, наверное, невозможно, потому что их много достаточно, даже по отношению только к одной скорости. Вот. Но самое главное, что вот этот недостаток скоростных навыков у вот этого моего приятеля подтолкнул его в итоге к тому, чтобы он стал менять что-то в собственных действиях. И он действительно подошел к этому достаточно научно, помимо вот каких-то подходов к скорости, которые сейчас были перечислены, он еще пришел к выводу, что и само действие, если поменять само действие, оно может быть, естественно, более быстрым или менее быстрым, более сильным или менее сильным, более эффективным в такой ситуации и менее эффективным в другой ситуации. Да? Ну, вполне, так сказать, логичные выводы, но только здесь надо иметь в виду, что мы сейчас с вами на уровне слов просто беседуем, на уровне каких-то идей, а он это все реализовывал на уровне уже собственных действий. Да? Ну и вот в частности, когда мы там говорим о каких-то изменениях его, да, вот просто то, что я сейчас помню, ребят, это давно достаточно было, но тем не менее. Ну, например, в его арсенале появляются подсечки. Подсечки достаточно типичные из традиционных китайских боевых искусств. Как известно, ну, в принципе, можем набрать там 2 или 3 основные, да, подсечки, которые там существуют. Ну, например, такая прямолинейная, например, подсечка, неважно, как она выполняется, вперед, назад, в сторону, там, и пара круговых подсечек, там, передние и задние, например, да, такие антиподы друг друга. Ну, вот, в принципе, можно, наверное, назвать только вот 2 или 3 таких основных элемента, но на базе которых появляется большое количество других подсечек, да, и, в принципе, на каждой такой, ну, вот смотрите, например, когда мы говорим о прямолинейной подсечки, я уже вот сейчас сказал, что там, например, может быть 3 модификации, выполнены в разные стороны, и они будут по-разному выглядеть технически, не только потому, что это в другую сторону просто. Они технически выполняться будут по-разному, назад, вперед и в сторону, например, да. Вот. То же самое зависит там, от высоты, например, этой подсечки. Это может быть на уровне там, сидя, ну, то есть когда вот совсем вот в низком положении, в низком шаге боец оказывается и выполняет ее, да, например, такую подсечку или любую круговую подсечку. Вот. Но эти же подсечки могут выполняться и в положении стоя, и даже в достаточно высоком шаге. И подсечки, и в данном случае я не имею в виду, знаете, как вот борцовская подсечка, когда вы держите противника, да, и его подсекаете, так называемым. Ну, то есть там называется в борьбе это подсечкой. В боевых искусствах эта подсечка не называется. В боевых искусствах называется подсечкой то, что выполняется просто как подсечка без вот этого вот, так сказать, без захвата там какого-то и так далее, только на уровне ноги там действия, например, да, или ног.
Вот. И в данном случае у нас появляется очень большое количество модификаций одной единственной, например, там какой-то, например, прямолинейной подсечки или круговой подсечки. Да? Вот. И в арсенале вот бойца, о котором я говорю, появляются такие подсечки. И он достаточно эффективен в них, потому что, ну, например, просто, потому что выясняется, помимо того, что его оппоненты, как правило, просто к этому не готовы, ну, там вопрос внезапности и неготовности мы сейчас не будем рассматривать, это такая достаточно зыбкая тема. Вот. Главная история в том, что, если вы обращали внимание, большинство бойцов джиткундо это люди, которые работают в диапазоне от высокого до среднего шага, не ниже. Вот. И как только, значит, появляется какая-то необходимость работать в низком таком регистре, в нижнем шаге, то это не решается такими бойцами, решается, ну, как правило, на уровне атак ногами в нижний регистр, и это все. Это все, это единственное, чем они обладают. Да? Вот, таким образом, люди, которые начинают работать, ну, например, в нижнем регистре, как вот я сказал, например, подсечками, да, имеют достаточно, конечно, это все продумано, отработано и, так сказать, уже реализуется так, в спарринговой практике. Вот. И это только один из таких вот моментов, которые мне вспоминаются, например, с точки зрения вот изменений. При этом, ребят, еще раз надо отметить, что существенным это изменение становится только из-за того, что типичные атаки ногами превращаются, например, в подсечки. Ребят, я еще раз вот напоминаю, что, ну, например, круговой удар, любой, там, лоу-кик, например, там, не знаю, там, какие там, давайте, вот эти вот маваши гери там в голову, например, в корпус, в ноги, там, я не знаю, и так далее. Ушир маваши в разные такие тоже части тела. Это практически те же действия, которые мы выполняем в качестве подсечек. То есть, по сути, передняя круговая подсечка там, это маваши гери, только выполненный по-другому, но в сущности то же самое. Ушир маваши у нас превращается, например, в заднюю подсечку. Да? Я просто говорю сейчас в терминологии более-менее привычной всем, да? Так, универсальный такой, что ли, такой боевой эсперанто. Вот. И фактически вот приятель, о котором я сейчас говорю, он не отходит от джиткундо в сущности, а расширяет его возможности. Вот обратите внимание, выполняя те же самые действия, которые свойственны джиткундо, но просто в другом регистре, он получает совершенно другие возможности. Да? Но это как пример. Вот. Например, ну, еще там можно вспомнить, у него больше появляется прыжковых атак ногами, не только вот этот вот, например, сайд-кик на вот этом на скользящем шаге, на таком вот типичном достаточно, который Брюс Ли там нередко демонстрирует в фильмах, например, скажем, да, и который взят вообще за основу, является, наверное, одной из визитных карточек джиткундо. Но вот приятель, о котором я говорю, он расширил диапазон вот таких вот прыжковых действий и выполнял множество других, я просто сейчас не буду их перечислять, множество других прыжковых действий со скользящего шага в том числе, например, да, и так далее. То есть расширяется вот этот вот диапазон, и появляется возможность атаковать не только вот, как это сказать, прямолинейно, вот так вот, как это выполняется, например, на сайд-кике, на таком вот типичном для джиткундо, но и появляются возможности, удивительно, двигаясь совершенно прямолинейно к противнику, атаковать его с несколько другой стороны. Когда вы выполняете это в прыжках, например, ну там задний, например, какой-нибудь прыжок вы выполняете, значит, в таком вот прямолинейном действии, да, а нога, например, влетает под небольшим углом, да, ну и так далее. Это просто я вот рассказываю отдельные фишки, которые я вот помню и которые мне чрезвычайно нравились у этого бойца, который очень прям соответствует традиционным китайским боевым искусствам как раз, да. Вот. Потом, кстати, что касается вот опять традиционных китайских боевых искусств, вот если помните, в джиткундо, например, есть такое действие, которое часто очень используют бойцы, это атака задней рукой. Она, как правило, выполняется просто, ну как, типичный кросс такой, значит, боксерский, да. Так вот, боец, о котором я говорю, использовал элемент, как раз, который соотносится с фанзи-чуань. Он существует во многих боевых искусствах традиционных. Это такая поршневая атака задней рукой, которая быстрее гораздо и мощнее гораздо, чем то, что мы наблюдаем, например, в постбоксерских вот этих вот направлениях. Да?
Вот тоже такая модификация. Причем формально это вроде бы одно и то же. Но в реальности, в реализации, вот мы видим, что выполняется не за счет толчка задней ногой, например, как вот это вот там в боксе выполняется, не за счет выбрасывания просто вот руки, например, выведения плеча такого, да, а совершенно по другим принципам это работает, но оказывается быстрее и мощнее, например, да. Ну и плюс еще к этому, например, вот, что мне вспоминается тоже в этих модификациях, вот эти вот типичные достаточно атаки руками, в джит-кундо, передней рукой в особенности, когда мы говорим то, что похоже там, ну ладно, неважно, передней рукой вот эта вот работа, джеб такой, значит, мой приятель его заменяет на такие атаки пальцами, которые существуют в пайхе, в кулаке белого журавля. И это становится совершенно другой практикой уже. Вот посмотрите, вот я перечислил там, ну буквально несколько элементов, 3-4 каких-то элемента, допустим, да, но это поменяло весь характер боя, всю ситуацию, и в итоге вот этот вот человек, который отставал там по скорости, по возможностям по своим, да, начинает побеждать других людей, которые практикуют джит-кундо. И мало того, вот эти вот ребята там начинают на него обижаться, вот, потому что, ну как, в принципе, это отход не только от норм джит-кундо, таких вот устойчивых и железобетонных, а от неизменяемого джит-кундо, давайте так скажем, да. Вот. Это еще и отказ от перчаток, потому что, ну, для того, чтобы работать с пальцами, для того, чтобы работать там ладони и так далее, да, здесь перчаточки приходится снимать. И атаки пальцами, они оказываются достаточно существенными, например, ну, вот в эту троицу, там, глаза, горло, пах, да, и так далее. То есть люди, с которыми он работает, начинают немножко на него обижаться, начинают выставлять ему претензии и так далее, но моего приятеля это не останавливает, он продолжает эту практику, достаточно, так сказать, уверенно модифицировав джит-кундо, да. И это вот я все говорю для того, чтобы на таких уже совсем простых примерах, на уровне даже какой-то модификации технических элементов, простых технических элементов, таких как вот удар такой-то, там, вот это вот все. Даже на этом уровне вы видите, как, например, вот этот приятель поменял джит-кундо. При этом он не ушел в область традиционных китайских боевых искусств. Он так и остался в джит-кундо, его вполне устраивало то, что он просто достаточно много элементов почерпнул из традиционных боевых искусств и их использовал в рамках джит-кундо, например. Вот такая вот история. И все это я, в общем-то, к чему веду? К тому, что, да, ну естественно, как уже говорил свыше, изменение вот этих технических элементов повлекло за собой и изменения в их комбинаторике, и изменения уже, естественно, тактических и каких-то стратегических уже подходов там, и решений, да, и так далее. И джит-кундо вот этого бойца, конечно, уже не походило на джит-кундо тех людей, с которыми вот он, например, начинал, да. Ну и, кстати, он из этого клуба в итоге ушел, он сам уже практиковал и, в общем, вполне был доволен своим самостоятельным таким путем. И это я все рассказываю не для того, чтобы поддержать тех, кто самостоятельно создает какие-то боевые искусства или как-то увлечен идеей изменения того или иного боевого направления, такого волшебного изменения какого-то и так далее. Ребят, чаще всего за такими идеями скрывается тоже неумение. И вот как неумение и невозможность приятеля, о котором я вот сейчас говорил, да, первоначальная его какая-то невозможность, его отставания какие-то в области освоения джит-кундо, да, привели его к таким вот изменениям в самих технических действиях, да. Вот. Это с одной стороны здорово, но еще раз, за всем этим стоит неумение. И когда кому-то приходит в голову создать свое боевое искусство, чаще всего за этим стоит именно неумение, незнание, не слишком глубокое представление о боевом искусстве, например, о том или ином и так далее. И для кого-то вот это незнание, как мы увидели сейчас из этого примера, для редких людей это незнание является хорошим стимулом, чтобы идти вперед, но для большинства является объяснением и оправданием самого этого неумения. То есть, в общем, человек чаще всего развивается именно в области неумения, а не в той области, которая открывает новые умения.
Понимаете, да, о чем идет речь? Это вот важный очень момент, и в данном случае я не столько поддерживаю людей, которые придумывают сами себе какое-то боевое искусство, а сколько поддерживаю тех, кто не проваливается в своей мотивации. Тех, кто не отходит от боевого пути, даже если у него что-то получается не так, как у других. Да? Даже если вы отстаете в каких-то показателях, там, ну, в данном случае в показателе там, скорости, например, или в каких-то еще таких вот, ну, достаточно простых вещах, которые легко форсируются самими техниками, но в сущности все равно вы можете в чем-то отставать, в чем-то не дотягивать, что-то еще такое. Ребят, еще раз, ваше упорство и ваша мотивация способны многое изменить в вашей практике. Вот я на этом в первую очередь настаиваю. Не на том, чтобы вы придумывали другое боевое искусство. Типа здесь не получилось, ну и в общем фиг с ним. Как в известном анекдоте, знаете, да, анекдот про операцию, про хирурга. Когда вот хирург там оперирует, значит, человека на столе, и такой там зажим, тампон, там, скальпель, а ничего не получается. Да? Вот чтобы у вас вот такого не происходило, чтобы вы не бросали то, что вы начали, а просто думали, как это изменить, что нужно сделать с собой или с этими техниками для того, чтобы подточить одно к другому. Да? Вот я в первую очередь об этом, а не в том смысле, что если у вас не получается практика какого-то боевого искусства, это значит, что вы сейчас вот прям готовы к изобретению собственного. Нет, это означает, что вы вообще не готовы ни к чему подобному. И для того, чтобы быть к этому готовым, надо пройти еще раз многолетний все-таки путь для того, чтобы представлять себе, что вообще такое боевая практика. Да? И потом только заниматься уже какими-то модификациями. Может быть, если вам это будет необходимо, чаще всего это даже не необходимо. И лучше быть мастером в уже известном боевом искусстве, чем придумщиком в каком-то совершенно неизвестном, с моей точки зрения. Ну окей. Тем не менее, да, тем не менее мы знаем целый ряд боевых искусств, которые возникают вот как модификация того или иного традиционного, например, боевого направления. Вот. И еще раз, вот этот вот пример, он приведен для того, чтобы было видно на вот таком достаточно свежем все-таки примере, было видно, как в традиционных боевых искусствах тоже в том числе возможны изменения. Они примерно таким же образом происходят. Нередко видно, как боец в каком-то клубе тоже не справляется с какими-то задачами настолько эффективно, как другие. Вот помните, я вам рассказывал, например, в моем клубе, он тоже в последнем московском, например, был боец, который при отработке цемна, постоянной вот работе с захватами, там, например, да, он предпочитал простейшие рычаги пальцев. И через пальцы освобождался от любых захватов, и в этом была его основная фишка. Он не старался там выполнять такие, ну, какие-то более сложные, может быть, рычаги там предплечья, там плеча, например, шеи, там еще, где он мог выполнить через пальцы, он выполнял через пальцы. Это была вот его тоже такая вот фишка все-таки, да, достаточно, с моей точки зрения, интересная и заслуживающая уважения. При этом он, конечно, осваивал весь диапазон возможностей цена, допустим, но в том числе вот основная фишка такая вот была у него. Вот. Были бойцы, которые также точно осваивая там боевые практики в полном объеме, да, имели свои какие-то предпочтения. Были у меня бойцы, которые очень любили тоже работать с пальцами, например. Это тоже была их фишка. Атаковать, я имею в виду, пальцами, защищаться пальцами там, и так далее. Вот. Почему, например, возникает такая идея? Ну, просто в качестве дополнения к нашему разговору. Почему возникает такая идея? Да просто потому, что двигать рукой дольше и затратнее, чем двигать просто пальцем. Да? К тому же, я еще раз напомню, вот если вы посмотрите на, собственно, Татья Хау, пишет Томпо. Да. И вам доброго дня. И, значит, сейчас возвращаюсь к теме. Сейчас отвлекся. Да. И если вы посмотрите на анатомию, например, руки,
на анатомии кисти руки, вы увидите, что в основном там сухожилия присутствуют, да, меньше мышц, больше сухожилий. В то время как, например, рука у нас в большей части состоит, ну, там, если мы говорим о предплечье, о плече, там, например, дельтовидной мышцы, там, и так далее, вот, в большей степени мы увидим там мышечные ткани, чем, например, сухожилия, да. Это тоже такой важный момент, который может вас подтолкнуть к выбору действия, например, пальцами, а не всей рукой. Ну, допустим. Иными словами, это, ребята, это еще раз, это просто короткие такие примеры. Я ни на чем не настаиваю, никому ничего не советую. Я просто привожу примеры того, как некоторые бойцы делают выбор в том или ином направлении, да, как развиваться им в том или ином направлении в условиях, все еще в рамках одного и того же боевого искусства. И это как раз и здорово. Это нас отличает одного от другого. Ребята, еще раз, природа любит разнообразие. Нет ни одной травинки, которая бы повторяла другую, нет ни одного листка на дереве, который бы в точности повторял другой, ну и так далее. И нет ни одного человека, который бы в точности воспроизводил другого. Мы можем на кого-то напоминать, мы можем быть похожими на своего отца или на свою мать, например, или на своего брата. Но даже близнецы, братья, ребята, отличаются. Может быть, на первый взгляд не очень, но на самом деле, если вы общаетесь с близнецами, вы видите, насколько сильно они отличаются. Да? Каждый из нас это индивидуальность. Каждый из нас, вот природа любит индивидуальное производство. Если западный человек, вот как мы в начале этого стрима говорили, западный человек любит унификацию какую-то и любит производить одни и те же детали для разных целей, то природа идет совершенно другим путем, она производит для одной цели одну деталь, там, условно говоря, да? Несмотря на то, что эти детали могут быть где-то похожи, и их функционал может пересекаться, но все равно каждый из нас с точки зрения природы, это вот отдельная такая фишка ее, да? И каждый из нас, в общем, нужен на своем месте и в свое время. И мы реализуем, ну, то, что реализуем буквально в течение нашей жизни. И вот, кстати, с этой точки зрения тоже достаточно интересно, да, общеизвестно, что унификация, с одной стороны, выигрывает с точки зрения замены какой-то, взаимозамены какой-то, да, не уникальные, а унифицированные детали подходят к разным приборам, к разным моторам, я не знаю, к разным узлам и механизмам, допустим, да, и в этом их фишка, и в этом их плюс. С другой стороны, уникальные какие-то детали, которые не подходят к этим унифицированным каким-то, не уникальным, а универсальным каким-то вещам, да, вот уникальные детали, они так и остаются уникальными и штучными, и они стоят дороже, что очень важно тоже помнить, да, и вот природа, она любит как раз уникальность, и нас всех создает уникальными, да, и в этом смысле, еще раз, нет двух бойцов, сражающихся одинаково. Даже в рамках одного клуба и, естественно, одного и того же боевого искусства. Я вот об этом сейчас говорю, о том, что не надо бояться изменений. Надо бояться таких изменений, которые вас приводят к фейлам. Надо бояться таких изменений, которые являются только плодом вашей фантазии, а не вашего опыта. Но фактически сам опыт и рост этого опыта вас подталкивает к тем или иным модификациям, что наиболее важно и что и является путем бойца на пути в самих боевых искусствах. Еще раз, хороший боец – это не человек, который следует стандартам, слепо следует стандартам и слепо выполняет то, что не работает у него, но там типа с количеством итераций должно нарастать мастерство. Нет, ребят, с количеством неудачных итераций нарастает плохой опыт, плохие действия, и вы наращиваете плохие двигательные программы. И, кстати, что интересно, об этом как раз Брюс Ли пишет, да, в своих трудах в том числе. Одну секунду, Михаил пишет. А вот насчет модификации каких-то небольших деталей, с чем это может быть связано? Например, в хеджхане в разных исполнениях могут варьироваться углы, под которыми располагают стопы и колени в шаге. Сейчас пример приведу. Давайте, приводите. Очень интересно, Михаил. Очень интересно. Вы сейчас заговорили просто о положениях стоп. Я знаю, что ряд учителей, значит, в условиях, например, России, постсоветского пространства настаивают именно
на том, что они называют классикой. Они большое внимание уделяют, например, положению стоп, совершенно забывая, например, о положении кистей рук или локтей. То есть в данном случае одно губит другое. И когда мы говорим о боевом искусстве, ребят, сейчас я скажу, наверное, нечто крамольное, за что меня распнут, но, братцы, несмотря на то, что я придерживаюсь именно традиционных китайских боевых искусств, и именно им следую, тем не менее, я просто знаю, что такое традиционное китайское боевое искусство. Я понимаю, что, еще раз, оно гибкое и изменяемое. И в боевом искусстве правильно, вот слово «правильно», это не значит канонично. Правильно – это когда это выполняет с максимальной эффективностью, выполняет свою задачу. Вот тогда это становится правильно. То есть, когда вы, например, в саньчжэнь становитесь правильно, с точки зрения геометрии, правильно оседаете, правильное укоренение у вас там, еще что-то правильное, все это замечательно, ребят, до тех пор, пока вы в спарринге не оказались. Вот там, где ваши правильные будут, вот это главный вопрос. Кстати говоря, что интересно, вот совершенно в другую тему сейчас, если перейти, в ММА, например, начало ММА, и, кстати, и начало Вушу Таолу тоже, самое начало, это присутствие, большое присутствие бойцов, именно не спортсменов, а бойцов. После чего меняются правила Вушу Таолу и меняются правила ММА, там запрещается то, и бойцы перестают там появляться, потому что там только для спортсменов уже история, слишком это все становится запрещенным, все эффективное становится запрещенным там, да, вот такая история. И с точки зрения боевого искусства правильно, это то, что выполняет свои цели. И для ММА, например, боевые искусства становятся уже неправильными, потому что запрещено там выполнять то, что выполняется в боевых искусствах. Да? Вот вы понимаете, да, что такое правильно, и правильно с точки зрения геометрии какой-то и каких-то правил условных, и правильно с точки зрения эффективности, да, и оптимизации. Так, Михаил пишет, например, один китайский патриарх, я, конечно, не лично от него это слышал, учит переднюю стопу ставить четко вперед и через энное время только чуточку подворачивать внутрь, а заднюю разворачивать градусов на 30-45. С чем такой жесткий подход может быть связан? Ребят, да, действительно, существуют такие подходы. И это связано с наилучшим, если мы сейчас говорим просто вот о саньчжэне, и мы говорим о конкретном положении, вот, например, для того, чтобы отработать те или иные аспекты хайчуань, вот это вот положение, вот такое типичное саньчжэнь, значит, для того, чтобы лучше проработать те или иные аспекты вот этой практики саньчжэнь, да, у нас, ребят, еще раз, я напомню, у нас даже на канале есть стрим или видео, по-моему, стрим был, посвященный как раз отдельно саньчжэнь. Кому интересно, вот можете туда перейти, там более объемно, да, об этом сказано. Сейчас прям кратенько. Вот. Для того, чтобы у вас проработалось, например, сухожилие голеностопа или нужное сухожилие коленного сгиба, да, коленного сустава, да, действительно ваша стопа должна занять определенное положение. В противном случае это будет прорабатываться не так, и у вас будет большая нагрузка, например, на мышцы бедра, а не на сухожилие. Да? И в этом смысле, ну, это обычная физиология, типичная физиология человека. Да? Нагрузить мышцы, которые тут же начнут вот так вот дрожать, у вас ноги начнут, там, например, и так далее, или нагрузить сухожилие, повесить весь вес вашего тела на сухожилие, да? Таким образом укрепляя сухожилие, растягивая, делая его более эластичным и более крепким, да, одновременно. Например. То есть в этом смысле, да, действительно, такой подход, он очень оправдан. Но этот подход оправдан для конкретной цели, для проработки сухожилия, для того, чтобы у вас начала работать диафрагма, например, правильно, да, вы должны занять определенное положение корпусом, например, да, и в идеале такое положение должно быть не таким вот таким вот. Вот при этом попробуйте вот так вот свести руки и глубоко подышать. Это достаточно проблематично, и можно до определенной только степени, да, потому что вы зажимаете свою диафрагму. А если руки вы разведете немножко в стороны до известной величины, если слишком далеко, например, вот так вот разведете и будете дышать, это тоже будет неудобно, потому что вы зажимаете тоже диафрагму, да,
А вот при определенном положении рук, например, и при определенном положении корпуса и позвоночного столба вы получаете наиболее эффективное положение тела, при котором диафрагма в наибольшей степени свободна. Да? И когда мы говорим о саньжен, в том числе мы говорим о корпусе, о положении рук определенном, там, да, и так далее, и так далее. Вот такая вот история возникает. И когда у нас там руки сводятся, у нас в том числе несколько сжимается диафрагма, когда руки разводятся, например, да, она тоже может сжиматься, может разжиматься в зависимости от необходимого действия, которое мы сейчас выполняем и так далее. Да? То есть это обычная, в общем-то, физиология в том числе. И когда мы говорим о небоевой ситуации, о ситуации проработки каких-то аспектов боевого искусства, то да, действительно мы хотим, не хотим, но скорее всего мы будем выполнять вот такие строгие требования какие-то, да, для того, чтобы просто эффективнее двигаться вперед. Это так же, как с автомобилем, например, опять, простите меня, все время привожу в пример автомобиль. Вот если вы сядете в автомобиль и, допустим, у вас механика, и вы там первую скорость включаете, потом только вторую, потом только там третью, например, а потом только четвертую, например, да. А вот попробуйте сразу на четверку поставить и поехать. Это будет эффективным решением? Нет. Говорит ли это о том, что четвертая скорость самая лучшая? Нет, опять не говорит, да. Она хороша вот для прямой трассы скоростной какой-то, да. А на плохой дороге вы, наверное, на первой, второй едете, да. Вот для всего существуют свои решения. И следование определенным правилам, в примере с машиной, например, сохраняет вашу машину хотя бы, более или менее, да, и дает ей возможность служить вам дольше. Помимо того, что эффективнее расходует детали, эффективнее расходует горючее, там, например, и так далее. То же самое у нас в боевых практиках. Есть определенные правила, значение которых вы понимаете только в процессе самой практики. И трудно пояснить вам, как работает диафрагма вот в таком положении, в таком. Вы просто пробуете, вы ставите диафрагму свою в такое положение, в такое, вот так зажимаете руки, открываете руки, сгибаетесь там, например, корпусом и пробуете дышать, например, эффективно, разгибаетесь, пробуете дышать. В итоге вы действительно приходите к выводу, слушайте, правда, вот при таком положении корпуса диафрагма лучше всего работает и выполняет вот такой функционал, да. А вот при таком положении стопы у вас нагрузка приходится на сухожилия, необходимые там в коленном суставе. А вот в таком положении, кстати, стопы тоже, у вас тазобедренный сустав начинает работать правильно, например, да? Правильно в смысле с точки зрения нагрузки на сухожилия, а не на мышцы, да? И так далее. То есть здесь есть свой правильный подход, это верно. Но еще раз, в боевой практике, в спарринговой практике, да, вы не будете за этим следить. Потому что у вас другая цель уже. И даже в дорожках, когда вы начинаете работать активнее в дорожках, когда вы просто в саньжен идете там вперед и выполняете там нехитрые достаточно действия руками, скажем, да, то это одна история. А когда вы начинаете работать в боевом каком-то уже эквиваленте, там даже в дорожках, вот просто двигаясь вперед или двигаясь назад, там спиной вперед, соответственно, да, и работать так, как вы работаете в бою, все, у вас другая история возникает. У вас стопа подворачивается, там не будет 30 градусов или 45 градусов. Она будет подворачиваться в зависимости от того, каково положение второй ноги. Понимаете, да? Вот такая вот история уже будет. И распределение нагрузки на сухожилие будет другим, потому что в это время вы выполняете другие атакующие защитные действия, чем то, что те нехитрые действия, которые вы выполняете в обычном саньжен. Да? То есть в этом смысле здесь нет противоречия какого-то между личной модификацией и такими классическими требованиями того или иного боевого искусства. Еще раз, все служит своим целям. Да? Но поскольку наш канал больше соотносится с прикладными, практическими какими-то действиями, боевыми действиями, да, я поэтому чаще говорю о том, как это в боевом эквиваленте и в спарринге происходит, да, а не как отработать тот или иной отдельный аспект саньжен, например. Да? Окей. Так, и Вася Васин обращается уже к Михаилу. Окей. Возможно, такие взгляды у него. Возможно, да, возможно и так. Окей. Но, в принципе, чаще всего это связано с конкретными совершенно, с конкретной необходимостью проработки конкретного же аспекта какого-то, да, в боевом искусстве. Окей.
Ну, в сущности, я сказал все, что я хотел сказать на сегодня. Я хотел рассказать вот эту, ну, если хотите, байку, эту историю о приятеле, который практиковал джит-кундо, и о тех изменениях, которые он вносил в свою работу. Кстати, в этой связи мне вспоминается еще один случай, который я тоже рассказывал, но я его рассказывал не так объемно. Давайте я сейчас кратенько буквально напомню эту историю. Это не случай, вернее, а просто история. Значит, в клубе, где я занимался у своего учителя, и другие бойцы тоже там занимались. Помните, я рассказывал, что там был один боец, который предпочитал работу в низких шагах. Вообще такая работа в низком и среднем шаге, она достаточно характерна для фанзичуань. И в классике фанзы вообще вот работа в нижнем регистре, при этом я еще раз напомню, фанзы это работа руками, а не ногами. И вот в нижнем регистре, в том числе бойцы, занимают такие положения, да, в которых, тем не менее, работают руками. Ну, это трудно, наверное, сейчас представить западному пользователю, но такая история, в общем, вполне характерна для фанзичуань. Так вот, приятель, о котором я говорил, он предпочитал вообще работу в самом нижнем регистре. Он практически сидел, ну, то есть не на попе сидел, а в таких низких шагах находился, вот практически сидел, вот, да, и именно отсюда работал. У него, конечно, тоже подсечки были, работа ногами там кое-какая была, но в основном это была работа руками, и с такого низкого достаточно положения он, естественно, атаковал в том числе и верхний, и средний регистр своего противника, и это было интересно достаточно. Это я вот просто к тому, что в условиях одного и того же боевого искусства и в условиях одного и того же клуба работа одного бойца может отличаться от работы другого бойца. Вот это вот наиболее важный посыл, в общем, этого стрима. Так, Михаил пишет, ну в ММА и в самом начале бойцы, сколько помню, видеозаписи начала 90-х тоже весьма нетрадиционные были. Либо уличные бочары некислой массы тела, либо что-то из этой серии. Но туда же приходили и представители боевых искусств в том числе, да, но правда там были травмы достаточно серьезные какие-то. И, в общем, в итоге получилось так, что бойцы вообще перестали там участвовать, и все, и ММА стало отдельной вот спортивной такой практикой. Михаил пишет, это запоздалая ремарка к вашей ремарке примерно 10-минутной давности. Да-да, окей. Братцы, еще раз спасибо большое за участие и поддержку этого стрима вашим присутствием и вашими комментариями. Я надеюсь, что мы скоро снова с вами увидимся. И надеюсь, что этот стрим будет интересен и полезен тем, кто практикует боевое искусство, в том числе самостоятельно. Не забываем подписываться, делиться, ставить лайки, писать комментарии, жать колокольчик, чтобы ничего не пропустить, переходить по ссылкам внизу в описании к этому видео и на плейлисты нашего канала, где легче сориентироваться в тех темах области боевых искусств, которые вас интересуют. Я вам желаю успехов в вашем пути боевом, желаю вам хороших тренировок и надеюсь, что омикрон у тех бойцов, которые у нас, которых этот омикрон сейчас достал как-то, да, вот Михаила и Вася Васин, что этот омикрон, я надеюсь, идет на спад, и вы выздоравливаете. По крайней мере, ваше участие в этом стриме, наверное, демонстрирует, что вы не теряете присутствие духа, и надеюсь, что выздоравливаете как раз. Кстати, мое семейство тоже сейчас накрыло омикрон. Я то ли переболел уже, то ли, в общем, меня пока не касается, но супруга теща болеют, например, да. Вот, братцы, еще раз хороших вам тренировок, скоро увидимся. Счастливо.